«Неужели?» – воскликнула Александра Павловна. «Да, и, заметьте, с моего согласия сделал. Вот что чудно. Помню до сих пор, какой хаос носил я тогда в голове. Просто все кружилось и переставлялось, как в камер-обскуре. Белое казалось черным, черное – белым, ложь – истиной, фантазия – долгом». Камера-обскура – это по-современному фотокамера. Только в современных мы видим обычное изображение, а в старинных почему-то видели фотографируемый объект в инверсии цветов. Каким образом это возможно и что это был такой за фотоаппарат в 1840-е годы, доподлинно неизвестно. Ваши мысли в комментариях. Теперь узнаем, что огромные деревья в начале XIX века все же были. Тут же существовала усадьба. Она давным-давно исчезла. Две огромные сосны напоминали о ней. Ветер вечно шумел и угрюмо гудел в их высокой, тощей зелени. Все место около старого пруда считалось нечистым, пустое и голое, но глухое и мрачное даже в солнечный день. Оно казалось еще мрачнее и глуше от близости дряхлого дубового леса, давно вымершего и засохшего. Редкие серые остовы громадных деревьев высились какими-то унылыми призраками над низкой порослью кустов. Теперь попробуем разобраться с датами. Огромные деревья связаны со свиданием Рудина в возрасте 35 лет. Потом у главного героя идут несколько лет скитаний, минимум 6. Рудин еще было в России, и Тургенев его описывает следующим образом. Перед ним стоял человек высокого роста, почти совсем седой и сгорбленный, в старом плисовом сюртуке с бронзовыми пуговицами. Допустим, ему было 45-50 лет. Через неопределенное количество лет, в 1848 году, Рудин как-то попал в Париж, где и был застрелен. Посчитаем. 50 минус 35 равно 15. 1848 год. 15 лет разницы. Получаем плюс-минус 1833 год. Огромные сосны еще растут, а огромные дубы уже давно засохли. Нарушим хронологию романа и узнаем, как погиб Рудин, и еще немного больше о возможностях промышленности тех лет. В знойный полдень 26 июня 1848 года в Париже, когда уже восстание национальных мастерских было почти подавлено, в одном из тесных переулков предместья Святого Антония батальон литейного войска брал баррикаду. Несколько пушечных выстрелов уже разбили ее. Ее защитники, оставшиеся в живых, ее покидали и только думали о собственном спасении, как вдруг на самой ее вершине, на продавленном кузове поваленного амнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке, подпоясанном красным шарфом и соломенной шляпе на седых, растрепанных волосах. В одной руке он держал красное знамя, в другой – кривую и тупую саблю, и кричал что-то напряженным, тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая и знаменем, и саблей. Венсинский стрелок прицелился в него, выстрелил. Высокий человек выронил знамя и, как мешок, повалился лицом вниз. Точно в ноги кому-то поклонился. Пуля прошла ему сквозь самое сердце. Это самый конец романа. Тут я обращаю внимание на следующую фразу. В продавленном кузове амнибуса. Амнибус – это старинный автобус, который официально таскали лошади. Тургенев описывает штампованный кузов из тонкой стали. Такая же технология применяется и в наши дни. Если бы это был деревянный кузов, обшитый фанерой или тонкими досками, то Тургенев записал бы «сломанный кузов амнибуса». А тут он подчеркивает, что продавленный, что, возможно, если кузов был сделан из жестянки. Я думаю, что амнибусы и подобная техника перемещалась за счет двигателя, хотя бы парового, ведь паровые двигатели были уже известны в то время, но официоз настаивает на лошадях. Теперь узнаем о возможностях химической и металлообрабатывающей промышленности тех лет. Был осенний холодный день. К крыльцу главной гостиницы губернского города С подъехала дорожная коляска. «Ну вот, брат, мы и доехали», – промолвил Лежнев. «А ты все боялся, что шина с колеса соскочит». «Доехали», – возразил слуга, силясь улыбнуться через поднятый воротник шинели. А уж от чего эта шина не соскочила? Вот что известно об изобретении шины официально. Первая в мире шина была сделана Робертом Уильямом Томпсоном в 1846 году. У нее была парусиная камера, а сама покрышка была сделана из кожи. Дальше прототипа дело не пошло. Не нашлось инвесторов для того, чтобы довести идею до ума. После смерти Томпсона в 1873 году воздушное колесо было забыто, хотя образцы этого изделия сохранились. В 1888 году идея пневматической шины возникла вновь. Новым изобретателем был шотландец Джон Данлоп.
Он придумал в 1887 году надеть на колесо трехколесного велосипеда своего 10-летнего сына широкие обручи, сделанные из шланга для поливки сада, и надуть их воздухом. 1888 год. Официально второе рождение шины на уровне прототипа и патента. Напомню, роман «Рудин» был написан в 1856 году, и Тургенев описывает шину как уже готовое серийное изделие. То есть шину изобрели в России на 5-10 лет раньше 1856 года, а также освоили серийное производство. Резиновая шина – это серьезная химическая промышленность, а также мы должны понимать, что на деревянное колесо надевать шину довольно странная затея. Она там попросту не будет держаться. Я предположу, что шина середины 19 века должна была устанавливаться на стальной диск, как минимум с ребрами, препятствующим соскакиванию шины. А это, в свою очередь, вопрос к промышленности, ведь диск должен быть круглым, легким, дешевым и доступным, с подшипником хотя бы качения, с возможностью снятия и установки, а это резьбовые соединения. То есть на заводе должен быть внушительный станочный парк для серийного производства дисков, на которые устанавливали шины. Узнаем далее о пустошах Смоленской губернии. Я, брат, не встречал бездарнее и беднее его природы. В Смоленской губернии есть такие места, песок и больше ничего. Да изредка трава, которую ни одно животное есть не станет. А как же чернозем? Он что, не нарастал в Смоленской губернии? И почему там изредка растет трава, которую животные есть не хотят? Опять соль? Следующий фрагмент расскажет нам о реальной механизации тех лет. Описываются или конец 1830-х, или 1840-е годы. Мы решились одну реку в губернии К превратить в судоходную, проговорил Рудин с неловкой улыбкой. Мы наняли работников, и приступили. Но тут встретились различные препятствия. Во-первых, владельцы мельницы никак не хотели понять нас. Да сверх того, мы с водой без машины справиться не могли, а на машину не хватило денег. 6 месяцев прожили мы в землянках. Курбеев одним хлебом питался, я тоже не доедал. То есть речь идет о дноуглубительной машине, которые в то время были известны. Промышленность выпускала подобные машины и их использовали. Вопрос получения энергии открытый. На чем они работали, неизвестно. Официально, скорее всего, там был установлен паровой двигатель. Странно, что Исаакиевский собор строили без использования хоть каких-то машин и двигателей. Все топориком вырубали, да веревками вручную поднимали. Да и железные дороги 19 века непонятно как строили. Про механизацию вообще крайне скудные сведения. Главный герой Рудин после неудачного опыта углубления реки решил стать преподавателем русской словесности. Далее он рассказывает о своем скандале с коллегами, в ходе которого мы узнаем о неком памятнике. Он меня возненавидел, сравнивал мои лекции с фейерверком, подхватывал на лету каждое не совсем ясное выражение, раз даже сбил меня на каком-то памятнике XVI века. Судя по тому, что он был учителем русской словесности, можно предположить, что описывается некий русский памятник XVI века. Я могу пофантазировать, что речь идет о некой скульптуре, только вот официальная история в наши дни не знает скульптурных памятников XVI века. Хотя можно сказать, что речь идет о некой каменной церкви, которую построили на месте сгоревшей деревянной. Ваши мысли вы знаете, где написать. Следующий роман «Дворянское гнездо». Первый фрагмент. Она говорила Настасье Карповне: «Ты, хотя и жила с ней на ровной ноге, недаром же она была Пестова. 3 Пестовых значится в синодике Ивана Васильевича Грозного. Марфа Тимофеевна это знала». Почему-то Тургенев в своих произведениях делает отсылку к Ивану Грозному, хотя на тот момент написания романа, 1859 год, времена Ивана Грозного – это 275 лет назад. Насколько уместно вспоминать или упоминать документ почти 300-летней давности, напишите ваше мнение в комментариях. Причем Тургенев намеренно пишет «значится», как будто документ еще действует. По официальной хронологии надо было написать «значились» или «были записаны». Следующий роман «Накануне». «Я бы опять выкупался», — заговорил Шубин. «Да боюсь опоздать. Посмотри на реку. Она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа. Мы толстокожие скифы». Русские люди в 19 веке считали себя потомками скифов. Сейчас об этом уже все забыли. Он посмотрел на заалевшееся небо, на 2 молодые могучие сосны, стоявшие особняком от остальных деревьев. Подумал: днем сосны синеватые бывают, а какие они великолепные зеленые вечером. Тут такое дело.
Если атмосфера более плотная, зеленые деревья будут казаться синими. Если атмосфера стала менее плотной, например, она сгорела в термоядерных взрывах, то деревья будут всегда зеленые, какими мы их видим и в наши дни. Следующий фрагмент говорит нам о странностях климата. Сперва узнаем, когда и где происходят события. Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. В это мгновение на пороге двери показался человек, широкоплечий, загорелый, в толстом байковом пальто и клеенчатой низкой шляпе. Насколько уместно ходить в толстом байковом пальто в апреле в Венеции, как вы думаете? Следующий роман «Отцы и дети». Первый фрагмент описывается местность, как будто после катастрофы. Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова. Кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственные изображения на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых игумен, и церкви, то кирпичные с отвалившуюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих кличонках. Как нищие в лохмотьях стояли придорожные ракиты с ободранную корой и обломанными ветвями, исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Описывается 1859 год. Что случилось с этими деревнями, почему все заброшено? Некоторые фрагменты, которые не вошли в видео, я выложу в Telegram. Следующий фрагмент, возможно, о великанах. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большей частью исчезает после 20-х годов. Я думаю, тут идет речь о высоком росте, который исчезает после 20-х годов. Теперь странные моменты про Наполеона. «Да-да», — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей склянку гулярдовой воды или банку беленой мази. «Ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит. По самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А вот тут интересно, имеет ли в виду Тургенев Наполеона I или Наполеона III? Если он это говорит простой деревенской бабе, то про Наполеона III она, скорее всего, не знала, а знала лишь Наполеона I, так как считается, что под его предводительством на Россию напала французская армия. Насколько логично в 1859 году упоминать главнокомандующего армией противника, который напал на страну в 1812 году, то есть спустя 47 лет? Это все равно, что в 1992 году сказать, что данный доктор настолько хорош, что у Гитлера нет лучшего врача. Следующий фрагмент. Впрочем, мы друг друга понять не сможем. Я, по крайней мере, не имею чести вас понимать. «Еще бы!» – воскликнул Базаров. «Человек все в состоянии понять». И как эфир трепещет, и что на солнце происходит. А как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии. Тут тоже интересно. Упоминается эфир. Причем эфир трепещет. Сейчас эфир полностью выморали из всех наук. Узнаем далее о горнодобывающей промышленности. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гампсовом кресле перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Автор, описывая события романа, заостряет внимание, что камины топились каменным углем, которого официально долгое время не знали и начали его использовать не так давно, причем сперва в промышленности. Тут важнее следующее, что каменный уголь доступен, его добыли и развезли по домам. Уголь, а не дрова используют для обогрева. Теперь узнаем о бумажной промышленности. Тяжелая, дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями, золотыми разводами. Покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Тут автор упоминает обои. Поинтересуйтесь, когда их изобрели и что нужно для их производства.
Еще один фрагмент про промышленность тех лет. Возня с наемными работниками становилась невыносимой. Одни требовали расчеты или прибавки, другие уходили, забравшие задаток. Лошади заболевали, сбруя горела как на огне. Работы исполнялись небрежно. Выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодной по своей тяжести. Тяжесть молотильной машины говорит о том, что, скорее всего, приводилась в действие она с помощью паровой машины. В следующем фрагменте автор заостряет внимание, что в усадьбе главных героев нет тени. Он устроил большую полотном покрытую купальню в том из своих прудов, который еще не совсем ушел. Ох, Николай Петрович, да пока до пруда дойдешь, умрешь. И назад пойдешь, умрешь. Ведь тени-то в саду нету. Это точно, что тень нету, отвечал Николай Петрович и потирал себе брови. И еще в этом фрагменте. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется, мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает? Тени нет у вас, вот что горе, заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос. Тени нет, если нет деревьев. Куда же они делись? А в произведениях более раннего времени Рудин напротив акцентирует внимание, что растут деревья-великаны. Узнаем далее про возможный потоп. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и 2 колодца. Но молодые деревца плохо принимались. В пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солоноватого вкуса. Солоноватая вода – следствие соли. Соль обычно бывает в морской воде. Морская вода может попасть на равнину вследствие мегацунами или, по-другому говоря, потопа. Откуда соль в выше приведенном отрывке, достоверно неизвестно. Ваши версии, как всегда, в комментариях. Такое видео. Если что-то не поняли, то пересмотрите еще раз. Также можете написать, о чем хотите увидеть видео, предложить свою тему.